Привет, друзья! Сезон засолки кимчи из пекинской капусты еще не начался, но это не означает, что его нельзя приготовить летом. Поэтому в межсезонье готовлю кимчи из белокочанной капусты. Процесс квашения кимчи одинаков, только поменяя капусту пекинскую на белокочанную. Выбрала для кимчи сочную мясистую капусту. Режу ее на небольшие кусочки, так чтобы было что цеплять на вилку. И не слишком мелко, чтобы достаточно чувствовать ее хруст и вкус. Желательно выбирать поздний сорт капусты. Она получается более хрустящей и дольше хранится. И на самом деле польза капусты не меньше, чем у пекинской капусты. Это, скорее всего, определяется кулинарными предпочтениями. Срезаю толстую часть стебля и убираю кочерышку. Хоть и много в ней витаминов, но грызть ее не совсем приятно, хотя многие оставляют кочерышку в кимчи. Для засолки кимчи нужна крупная соль, у меня морская. Солю каждый слой капусты, сверху еще слой и соль. Все перемешиваю. Остаток соли, осталось у меня немного, всыпаю в воду, размешиваю и выливаю на капусту. Теперь капусту всю перемешиваю и оставляю на час примерно, чтобы соль пропиталась и капуста смягчилась. Каждые 15-20 минут желательно перемешивать ее. В это время я подготовила овощи. Морковь мелко натираю на станке в соломку. Лук зеленый желательно. Надрезаю толстые нижние стебли и режу длиной 4-5 см. С яблок можно и не срезать кожуру, но этот сорт яблок с толстой, жесткой кожурой, и поэтому я ее очищаю. Режу на небольшие дольки. Сердцевину выбрасываю. Кидаю сразу нарезанные яблоки в блендер, где я буду все измельчать. Свежий красный стручковый перец придаст не только остроту кимчи, но и получится очень красивый яркий красный цвет. Режу его тоже на небольшие куски. Чеснок и имбирь свежий кидаю вместе с перцем и яблоками. Наливаю немного холодной воды и прокручиваю очень мелко. Если нет блендера такого, то можно перекрутить через мясорубку. Выливаю все, что перекрутила, в чашку, где я буду замешивать приправу. Наливаю прямо в стакан блендера рыбный соус, у меня анчоусный, и выливаю общую чашку. Кладу соленые мелкие креветки и сливовый сироп. Чем же можно заменить сливовый сироп? Даже не знаю, лучше ничем не заменять. Если нет, то не кладите. Ничего страшного в этом нет, все равно будет вкусным. Вместо сахара кладу в кимчи мед, и полезнее получается, и вкуснее. Также еще добавляю немного красного молотого перца. Когда я все перемешала, попробовала. Очень вкусно, но не хватает чуть-чуть соли. Кимчан, то есть приправа, должна быть немножко солоноватой. А соль здесь за счет соленых креветок и анчоусного соуса. Как знаете, наверное, что эти продукты сами по себе соленые, поэтому смотрите по своему вкусу. Капусту я хорошенько промыла в проточной холодной воде. Положила на дуршлаг и дала стечь в воде полностью. Осталось только все вместе перемешать. Одеваю перчатки, так как перец жгучий и руки будут гореть. А руками все-таки лучше и удобнее мешать кимчи. Постараемся тщательно перемешать капусту со жгучей, но очень вкуснющей приправой. Через пару дней кимчи будет готово. Можно, конечно, ускорить процесс ферментации.
Оставить кимчи при комнатной температуре на ночь, а затем убрать в холодильник. Укладываю кимчи в контейнер, плотно трамбую, чтобы между капустой не было воздуха. Так оно дольше сохранится в свежем виде. Рецепт кимчи из кочанной капусты очень прост и разнообразен, и оно заимствован из рецепта национальной корейской кухни. Такой кимчи можно делать в любое время года и радовать домочадцев сочной, вкусной и, самое главное, полезной закуской круглый год. Спасибо за просмотр, всем удачи и прекрасного настроения. С вами была Наталья. Пока-пока!